Орхидеи отцветают, остаются цветоносы. Что с ними делать? Обрезать полностью, обрезать до первой живой почки. Как в этом разобраться? Давайте сегодня разберемся. Все, тебе оставили место. Ложись. Сёма, лежи. Сёма. Сёма, тебя всегда очень много. Сёма, не трогай цветы. Ну, Сёмка. Так. Хочешь присутствовать? Ложись. Еле успокоили профессора. Добрый день, друзья. Орхидеи отцветают, остаются цветоносы. Что с ними делать? Обрезать полностью, обрезать до первой живой почки. Давайте сегодня с этим разберемся. И в конце видео небольшой сюрприз. Должен быть обязательно в центре внимания. В природе, за которой мы стараемся наблюдать, но это наши орхидеи, все очень рационально. Ничего лишнего и ненужного для себя орхидея делать не будет. Например, листья – это накопление нужных ей ресурсов. И цветоносы – это то же самое. Орхидея накапливает в них нужные для себя питательные вещества. Если орхидея считает, что ей недостает каких-то питательных веществ, она после цветения засушит цветонос. А если она считает, что у нее есть на цветоносе живые спящие почки, то в следующий раз она обязательно пробудит эту почку и выпустит или детку, или цветы. А цветы – это всегда продолжение рода. Все в природе нацелено только на одно – на продолжение рода. Но при этом, если цветонос обрезан до первой живой почки, это не мешает орхидее выпустить новый цветонос и тоже цвести. Значит, у орхидеи есть ресурс, он накоплен. И ей хватает сил для такого цветения. Примеров великое множество. Когда орхидея отцветает, вот у меня есть непересаженная орхидея, парфюмерная фабрика, это бабочка. У нее было 3 цветоноса. Они отцвели, орхидея сбросила и засушила все цветы. В этот момент пробудила корни и выпустила следующий цветонос. Вот он показался между листиков. Сейчас поверну другой стороной. Здесь, наверное, его видно. Что же сделать с этими цветоносами? Ведь она их не засушила. И вот такие цветоносы нужно обрезать до первой живой почки. Как найти эту первую живую почку? Когда орхидея цветет, вот эти почечки открываются, и здесь появляется цветок. А когда почка не пробудилась, вот она первая после цветения. Вот это открытые почки, а это закрытая. Вот и нужно цветонос обрезать до первой живой почки, отступая от почки сантиметр или 2. И это зависит от расстояния. Бывает, что и не 2 сантиметра между такими почками, а больше. Но 2-3 сантиметров вполне достаточно. Вот я все 3 цветоноса так отрезаю.
Можно обработать срез молотой корицей, перекисью водорода. Нет, перекись водорода не вредит. Это просто обеззараживатель. Или толченым углем. Для того, чтобы в этот открытый срез не попала патогенная микрофлора. Даже после такого среза, сейчас я вам покажу, орхидея засушит какую-то часть цветоноса, и все, она тоже себя обезопасила, даже если мы обработали этот срез. Вот, например, орхидея Леодора, еще один пример. Обрезанный цветонос, и вот буквально 2 миллиметра этого цветоноса она засушила. И как поступает эта орхидея? Она все время доращивает цветы на старом цветоносе. Есть такие орхидеи, которые имеют револьверное цветение. То есть все время доращивает эти бутончики и распускает. Но это совершенно ей не мешает выпускать новый цветонос. Покажу вам еще одну орхидею. Я ее называю принца Эвенга. Мне больше всего понравилось это название. Вот только я что-то забыла. Показывала я вам эту пересадку или нет. Но это не очень давно купленная орхидея. Пересадку я сделала. И корни растут. И цветонос я не стала обрезать полностью. И первая почка у орхидей не пробудилась, а вот две, которые ниже среза, они пробудились, и орхидея выпустила мне 2 веточки с цветами. Вот такие красивые цветы получились. Так что, если цветонос полностью засох, вы его можете отрезать до первого узла или же спящей почки. Но он весь засыхает. Так, как? Сейчас разверну. Вот это самая-самая первая от ствола почка. Вот здесь мы и отрезаем этот цветонос. Этот цветонос обрабатывать не надо, он уже сухой. А когда засохнет полностью, можно отрезать глубже, если это понадобится. Или же, когда орхидею в следующий раз будете пересаживать, цветонос, вот они, смотрите, вот они стоят ниже цветоносики, они совсем сухие, туда не попадает в сухой цветонос никакая патогенная микрофлора. Когда будете пересаживать, можно убрать. А еще бывает такое, что и листик вот этот отсохнет, и там уже нечего сохранять, можно полностью обрезать этот сухой пенек от цветоноса. Вот так. Вот видите, еще и снизу у меня там есть. Вот при пересадке вот еще один пенек от цветоноса. Вот при пересадке я все это уберу. Это уже орхидее ничего не нужно. Все питательные вещества из этих цветоносов она забрала. Ну а если цветонос зеленый, то его можно оставить, и наверняка что-то появится. Или при следующем цветении. Иногда бывает, что через год и через 2 такие живые цветоносы опять пробуждают спящую почку, или цветут, или дают деток. А какой у нас сегодня сюрприз? Сюрприз – это опять орхидея в подарок. И на этот раз вот такая нежная розовая орхидея. Которую в прошлом году
мой подписчик прислал мне из Санкт-Петербурга. Я вам целый год рассказывала об этих орхидеях. Их было 3. Создан плейлист. Вы можете зайти и посмотреть, в каком состоянии я их получила, что я с ними делала. И одну орхидею я уже подарила. А ссылку на плейлист я оставлю в правом верхнем углу экрана. Орхидеи были очень сильно обгоревшие на солнце. Я их восстанавливала. Одну из них уже подарила. И хозяин этих орхидей сказал не возвращать, а подарить моим подписчикам. И вот зацвела вторая. И я с удовольствием ее отдам в добрые умелые руки. И буквально 2 слова о третьей орхидее, которая сбросила все листья, но вырастила маленькую детку. Детка жива-здорова, потихоньку растет. Эту орхидею я тоже подарю своим подписчикам. Просто не могу сказать, дождусь я, когда она зацветет, или же дождусь, когда она станет более взрослой, для того, чтобы можно ее было подарить. Сейчас нужно за ней ухаживать, для того, чтобы она начала активно расти. Может быть, я подарю ее раньше, чем мы увидим ее цветение. А может быть, и дождемся. С орхидеями все непредсказуемо. Но за деткой мы продолжаем наблюдать. В плейлисте. И продолжение этой истории опять же попадет в плейлист. Но, как всегда, 2 условия для получения этого цветка. Первым написать в комментарии под видео «Хочу орхидею в подарок» и забрать ее у меня из дома. Это 2 главных условия, которые я соблюдаю каждый раз. К сожалению, орхидеи я не высылаю. Жду ваших комментариев, нового владельца этой орхидеи к себе в гости. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Симоня, ты проснулся? Я не засыпал. Да. Мы видели, как ты громко не засыпал. Кому не мешал. Молодец. Так, подержи его, я расставлю орхидею. Хвост. Аккуратней с хвостом. Так, не надо мне Леодора бить хвостом. Скажи, требую продолжения банкета. Куда вы все уносите? Куда уносят орхидеи? Никакого продолжения сегодня. Все, пока-пока.